Здравствуйте! Сегодня мы будем вязать вот такой брелок дракончик привяжусь. Вот таким образом он привязывается к сумочке, к рюкзачку. Получается очень мило и красиво. Ну что, начнем. Вы можете взять тоньше ниточку. У меня будет толстая, чтобы было видно, как вязать. Вот такая толстенькая. И крючок номер 3,5. Начнем мы вязать с кольца амигуруми. Кольцо амигуруми мы делаем 6 столбиков без накида. И начинаем вязать. Чтобы у вас получился такой маленький брелок, как у меня зеленый дракоша, вам нужно взять ниточку потоньше, и крючком я его вязала 2 и 1,2. Но это было бы плохо видно на камеру, поэтому взяла крючок потолще и ниточку потолще. Закрепляем кольцо амигуруми соединительным столбиком, подтянем. Вот наше колечко готово. Второй ряд у нас будет 6 прибавок. Каждую петлю мы делаем по 2 столбика без накида. И у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Я вяжу достаточно плотно, поэтому не всегда легко вытаскивать крючочек. Пятая прибавочка. И последняя, шестая. Это второй ряд, и у нас с вами должно быть 12 столбиков без накида. Переносим маркер, так нам легче будет считать. Третий ряд мы делаем по такой схеме: столбик без накида, и следующая петля — это прибавка. Так вяжем до конца нашего третьего ряда. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. И осталось совсем немножко. Прибавка. И еще 2 петли у нас. Столбик без накида. И последняя петля у нас всегда будет прибавка. Маркер переносим. Следующий ряд, это у нас будет 4. Мы вяжем по кругу столбиками без накида. Не делаем ни прибавок, ни убавок. Это у нас будет 18 столбиков без накида. Давайте я сделаю это за кадром. Переносим наш маркер, приступаем к 5-му ряду и делаем 2 столбика без накида, прибавка. Так повторяем до конца ряда. По схеме 2 столбика без накида, прибавка. В ряду у нас должно с вами получиться 24 столбика без накида. Прибавочка,
2 столбика без накида и прибавка. Вяжется легко и просто. Такого дракончика, брелочка можно связать за один вечер. Порадовать себя или кому-то на подарок. Так, ну давайте до конца уже за кадром. Закончили. И теперь смотрите, мы с 6, 7 и 8 ряд вяжем 24 петли. То есть 3 ряда мы вяжем без изменений по 24 столбика без накида. Но опять же, давайте сделаем это за кадром, чтобы вы не смотрели, как я все эти 3 ряда вяжу. Шестой, 7 и 8 мы вяжем по кругу. Вот закончили. Смотрите, дальше у нас с вами будет убавки мы будем делать. Делаем 2 столбика без накида и убавка. Убавку я делаю так: за первую долю одной петли и первую долю второй петли вместе протягиваем ниточку и выводим крючок. Дальше 2 столбика без накида и тут делаем убавку. Так вяжем до конца ряда по этой же схеме, вот сюда до конца. Вот смотрите, у нас уже сформировалась с вами головка. Смотрите, дальше у нас будет с вами такой вариант. Мы делаем 3 столбика без накида, два, 3, и сейчас у нас с вами будет 6 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка, третья, четвертая, пятая, и последняя, шестая убавка. Ниточка теряется. И остается у нас с вами 3 петли, и мы вяжем 3 столбика без накида. Раз, два, три.
выводим маркер. Вот смотрите, у нас формируется вот такая головка. Я вам покажу на примере этой игрушки. Видите, у нее как бы шейка, и тут личико так выпуклое получается. Завяжу обратно, отложу, пусть будет нам для примера. Сейчас давайте наполним холофайбером, потому что дальше у нас будет опять убавочки, это будет сложнее. Можно не плотно наполнять, это же брелочек, так что я так слегка наполню, чтобы был мягенький и немного весел. И продолжим. Сейчас у нас будет 6 убавок. Это будет нелегко сделать, но все возможно. Так, первая убавочка. Как бы так поудобнее взять эту игрушку. Вторая. Ой. Третья. Четвертая. Убавка. Еще 2. Пятая. И последняя, 6-я. Видите, надо было нам наполнить голову, потому что, дальше это было бы сложнее. Все. Маркер переносим. И голова нашего дракончика готова. Вот видите, какая она получается. Здесь сейчас мы будем вязать шею. 6 столбиков без накида, по кругу мы вяжем шею. Давайте за кадром, видите, я уже связала. Как посчитать, сколько нужно вязать? Так как нитки разные, то просто померите, чтобы голова завязывалась в узел. Примерно это будет, смотрите, я вам покажу, в 1,5 оборота. Вот так, в 1,5 оборота головы, и тогда ваша игрушка завяжется. Вот, мой дракончик готов, меряю. Вот так будет завязываться. Все хорошо. Теперь мы приступим, будем сейчас вязать туловище. Тут нужно будет быть очень внимательным. Давайте возьмем маркер, чтобы не запутаться. Так, у меня другая ниточка будет. И сейчас схема такая. Вяжем 2 подряд прибавки. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Так. Аккуратненько. Первая прибавка. Ниточка мешает. В следующую петлю еще одна прибавка. Давай, вытягивайся. Так, вторая прибавка.
третью петлю вяжем столбик без накида. И дальше мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И во вторую петлю от крючка по цепочке мы вяжем 2 столбика без накида подряд. Первый столбик и в следующую петлю второй столбик без накида. Вот, смотрите, понятно? И у нас остается с вами 3 петли. И сюда мы вяжем прибавка, следующая петля, прибавка и в последнюю третью петлю тут приловчиться надо будет, да, немножко неудобно. Мы тоже вяжем с вами прибавку. В ряду у нас с вами должно быть 19 столбиков без накида. Можете себя проверить. Вот смотрите, это у нас будет спинка нашего дракончика. Будем вывязывать тельце. Так, продолжим с вами следующий ряд. Вяжем прибавка, дальше 2 столбика без накида, первый, второй, теперь прибавка, и следующие 2 столбика без накида, первый столбик, неудобно немножко так подцепить, и все получится. И второй столбик без накида. Следующую петлю, вот в эту, мы вяжем прибавочку, сюда прибавку, и дальше будет самое сложное. Нам надо будет связать 3 сюда, вот 3 столбика без накида в одну петлю. Здесь сложно поддеть, но мне на камеру было сложно это сделать, поэтому так немножко я помучаюсь, а вы уже сами приловчитесь. Вот в эту центральную петлю нам надо сделать 3 столбика без накида в одну петлю. Вот первая, вторая, второй, давай вытягивайся, и третий столбик без накида в одну петлю. Вот видите, центральную 3 столбика в одну петлю. Продолжаем. Следующие у нас с вами прибавка, так, дальше мы тоже с вами вяжем прибавочку, продолжаем вязание, 2 столбика без накида,
прибавка, 2 столбика без накида, и последний тоже будет у нас столбик без накида. Переносим маркер. Вот формируется спинка нашего дракоши. Следующий ряд мы вяжем по такой схеме: 12 столбиков без накида, прибавка, 12 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в центральную вот сюда петлю мы делаем прибавку. Тут тоже поддеть надо, так плотненько я связала прибавку. И до конца ряда у вас должно остаться 12 петель, и мы вяжем 12 столбиков без накида. До конца ряда. В принципе, вяжется легко. Единственное, вот там вот эти прибавки сделать и быть внимательными в ряду, где формируется хвостик или место под хвостик. Так, закончили, переносим маркер. Дальше мы вяжем 2 ряда по 26 петель столбиков без накида, без изменений. Вот так в круговую 2 ряда. Ну, давайте я сделаю это за кадром, потому что это будет вязать очень долго. И мы с вами встретимся уже после того, как провяжем 2 ряда по 26 столбиков без накида. Так, закончили, маркер перенесли. Следующий у нас будет убавочный ряд. Мы делаем 24 столбика без накида и убавка. То есть мы с вами будем делать убавочку в стороне, в грудке, вот так, чтобы у нас формировалась грудка. 24 столбика без накида, и последний будет убавочка. Я с вами повяжу на убыстренном темпе. Так, ну вот мы подходим к концу, и последние 2 петли это как раз у нас будет с вами убавка. Маркер переносим, а дальше у нас будет такая схема вязания. Сейчас поправлю ниточку.
Смотрите, дальше вяжем по такой схеме. 2 столбика без накида, убавка. Так делаем до конца ряда. В конце у нас останется с вами 1 столбик без накида, 1 петля, и мы провяжем 1 столбик без накида. Значит, 2 столбика без накида, убавка, убавка. И дальше так же самое. 2 столбика без накида, и убавка. Делаем это до конца ряда. В конце у нас останется 1 петля, и мы провяжем столбик без накида. Последняя прибавка. И вот видите, у нас остается последняя петля, и сюда мы просто провязываем столбик без накида. Переносим маркер. И дальше схема вязания такая. Мы делаем 9 убавок подряд. И у нас останется 1 столбик без накида. Последний. Первая убавка. Вторая убавка. Третья. Неудобно немножко. Четвертая. Мешает. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая убавка. Видите, у нас остается 3 петли. Делаем последнюю 9-ю убавку. Ой, потерялся. И столбик без накида. Сейчас нужно наполнить холофайбером нам. Переносим маркер, потому что у нас остается с вами последний ряд, и будем зашивать дракошу. Так что наполняем. Давайте за кадром сделаем. Так, тоже наполняю я не плотно, потому что хорошо держит форму игрушка. И последний ряд у нас будет такая с вами схема. Взять поудобнее надо игрушку. Делаем убавку. Одна убавка. Как бы так взять, чтобы вам видно было. Дальше идет 2 столбика без накида. Так, второй столбик. И опять сейчас у нас будет тут убавка. Убавочка. Так.
Ниточку подхватили, вытянули. И у нас остается еще 2 столбика без накида. Раз, два. И делаем последнюю убавку. Вот здесь 2 петли остается, мы делаем последнюю убавку, уже маркер убираем, он нам больше не понадобится. Так, солнышко вышло, зашло. Видео стало светлее. Последняя убавка. Все. Ниточку закрепляем, обрезаем. И вот здесь мы просто с вами прошьем, зашьем. Так, вот раз. Закрепили. Оставили хвостик достаточно, чтобы можно было зашить. Зашить вот это отверстие. Стянуть. Там все равно будут пришиваться ножки, и в принципе там ничего не будет видно. Немножко придавлю, и будет все красивенько. Ну вот, готов наш с вами заготовочка. Дракончик вот такой длинненький он получился. Проверим, как завязывается. Ну, хорошо, прикольно получился. В следующем видео мы будем с вами вязать хвостик, ножки, шляпку и бабочку.